Привет! Сегодня мы подробнее раскроем тему обновления эхолотов и периферии Lowrance, а также поговорим о дополнительных аспектах, касаемых прошивки и русификации. Для чего вообще нужно обновлять прошивку? Как программист, слава богу, в прошлом, я скажу так: идеального кода не бывает. Каждый программер всегда практически бесконечно может его улучшать, и поверьте, в каждой последующей прошивке будут не только исправления выявленных критических багов, но и улучшения. И периодически выпускается новое дополнительное оборудование. Например, недавно вышел блок S3100, и для его совместной работы с эхолотами необходимо было перепрошить головные устройства. То есть повышается совместимость устройств. Итак, начнем с того, что если вас не пугают иностранные языки, например, английский, то прошивку на эхолоте Lowrance можно без проблем обновить самостоятельно, но при этом будет утерян русский язык интерфейса. Кстати говоря, если вы приобретаете эхолот в магазине Александр Ховрина, то получаете не только русифицированный аппарат, но и бесплатное русифицированное обновление в течение 3 лет. 3 года, Карл, бесплатно! А для тех, кто приобрел эхолот в другом месте, имеется платная услуга по русификации приборов. Подробности уточняйте у сотрудников магазина, ссылку для вас оставлю в описании. Ладно, предположим, у вас появилась острая, срочная необходимость обновить софт эхолота. Жителям Москвы и Московской области не составит труда доехать до магазина и получить русифицированное обновление. А вот жителям регионов, скажем, будет все сложнее. Пока транспортная компания доставит эхолот до магазина, пока перепрошьют, пока эхолот придет обратно, пройдет куча времени. Так можно и полсезона проморгать. Поэтому можно временно накатить новую прошивку, а позже, по окончанию сезона, отправить эхолот в магазин на бесплатную русификацию. Итак, обновлять прошивку можно также и по беспроводной связи. Естественно, на аппаратах, у которых эта беспроводная связь предусмотрена. Но прежде чем приступить, настоятельно рекомендую убедиться в том, что питающая эхолот батарея полностью заряжена и не просядет во время прошивки, так как обрыв питания может привести к весьма нежелательным последствиям, которые возможно устранить только в сервисном центре. Как говорится, 7 раз отмерь, а потом рассказывай всем, что у тебя 25 сантиметров. Также необходимо на всякий случай экспортировать на рабочую флешку все свои настройки. Точки, маршруты, треки и так далее, если они у вас имеются. Переходим на главную страницу, в левом столбце заходим в хранение. Нажимаем «Установки базы данных», выбираем в качестве целевой папки флешку, нажимаем «Да» и называем файл с настройками, как нам удобно. Затем идем в закладку «Пункты», «Экспорт», выбираем носитель и папку. Ну и все, настройки сохранили. При обновлении по беспроводной связи вам необходимо подключить эхолот к точке доступа, на которой имеется интернет. В домашних условиях к роутеру, а в полевых к мобильной точке смартфона. В некоторых случаях сразу после подключения к сети интернет выскакивает предупреждение о том, что имеется новая прошивка и рекомендация обновиться. Если такое предупреждение отсутствует, то проверяем самостоятельно. Для этого идем в настройки, система, о приборе, поддержка, проверить систему на обновление. Если вы видите сообщение о том, что у вас установлена последняя версия, выдыхайте, обновление не требуется. А если видите, что доступно обновление, то можно обновляться. Но для этого нам понадобится чистая флешка microSD размером от 8 до 32 гигабайт. На персональном компьютере форматируем флешку в формат FAT32. Вынимаем нашу флешку с картами, не нужно ее засорять. Вставляем в эхолот чистую флешку и нажимаем «Обновить». И как видите, обновиться по беспроводной связи не всегда получается. В связи с различного рода санкциями бывает затруднен доступ к серверу. Вот мобильная сеть Теле2 не пропускает нас к Lowrance. Также возможно обновиться по беспроводной связи через приложение Lowrance App.
Но, честно скажу, самый надежный и эффективный способ обновиться файлом. И как и в предыдущем случае, нам не обойтись без чистой флешки microSD. Форматируем карточку в формат FAT32, заходим на сайт производителя, раздел «Помощь и поддержка», обновление программного обеспечения, выбираем из списка свой эхолот и предпочитаемый язык. К сожалению, прошивку с русским языковым пакетом тут не найти. Но вот так они относятся к своим потребителям. Скажем, Garmin осознает, что рыболовы не политики, и ограничения по этому поводу у них отсутствуют. Ладно, видим предлагаемые файлы. Вот наша прошивка 23.3. Кликаем на нее и скачиваем без регистрации и смс. Посмотрим на детальную информацию о прошивке. Предлагаемая прошивка 23.367.3.33. Скачиваем. Копируем на флешку, вынимаем из эхолота флешку с картами, вставляем в эхолот нашу флешку с прошивкой, главная страница, хранение, открываем нашу флешку, выбираем файл прошивки и вот тут еще раз думаем, если ваш прибор русифицирован, то стоит ли оно того? И если ответ положительный, запускаем процесс обновления. Аппарат предупредит, что произойдет перезагрузка, и до окончания обновления нельзя извлекать флешку и выключать питание прибора. Наблюдаем шкалу процесса и получаем обновленный аппарат. В общем, ничего сложного, только интерфейс без русского языка. Ничего, как буду в магазине Александра Ховрина, обязательно русифицирую. Теперь поговорим о прошивке дополнительного оборудования Lowrance, как правило, подключенного по сети NMIA 2000 или сети Ethernet. Блок Active Target, S3100, структур 3D, компас Point 1, GPS якорь MotorGuide или другая модель, радар, ну и в общем все то, что выпускает корпорация Navico. Очень частый вопрос. Если я установлю новую прошивку на дополнительное оборудование, я потеряю русский язык интерфейса головного устройства? Отвечаю, нет. Прошивка дополнительного оборудования не касается головного устройства. Итак, перед нами HDS Live с последней прошивкой и русифицированным интерфейсом. К нему подключен S3100, Active Target 2 и компас Point 1, которые я сейчас хочу обновить. Итак, идем на сайт производителя, раздел «Помощь и поддержка», обновление программного обеспечения, выбираем из списка наше оборудование и поочередно загружаем без смс и регистрации. Кидаем файлы на чистую флешку, отформатированную FAT32, вынимаю из эхолота флешку с картами, вставляю флешку с прошивками, главная страница, хранение, карта памяти, выбираем файл прошивки, обновить, отмечаем галочкой обновление и жмем начать обновление. Процесс пошел, перезагрузка модуля, видим надпись «Обновление завершено». Повторяем процедуру с блоком S3100. Великолепно! И как видим, и устройства обновлены, и русский язык интерфейса головного устройства на месте. То есть мы убедились, что это независимые процессы. Итак, что мы поняли из этого выпуска? Эхолот необходимо приобретать только у надежного проверенного продавца с русифицированным интерфейсом, полноценной гарантией и максимальной поддержкой. Например, в Александр Ховрина. А я напоминаю, что для подписчиков нашего канала в Александр Ховрина действует скидка. Поэтому подписываемся, ставим лайк и помните, дядя Вова плохому не научит. Пока. Ну классно получилось. Нравится.